Всем привет! Вы на канале NB Fitness и с вами я, Бофт Наталья. Сегодня видео посвящено диастазу. Некоторые из вас пишут в комментариях, покажите нам упражнения, которые можно делать при диастазе. В первую очередь, я думаю, что мы должны разобраться, что это такое, потому что некоторые из вас могут даже не знать, что он у вас есть, только потому что вы не знаете, что такое диастаз. Диастаз – это расхождение прямых мышц живота. В основном это происходит при беременности. Увеличивается плод, растет. Естественно, ему нужно пространство, мышцы наши расходятся и дают пространство для роста плода. Когда происходят роды, в основном мышцы возвращаются в свое исходное положение. Но не всегда это происходит. И за счет чего и почему? Между мышцами находится белая соединительная ткань. И вот от ее эластичности зависит, вернутся ли мышцы в свое исходное положение. Многие думают, что я прокачивала пресс, я спортсменка, я постоянно занимаюсь фитнесом, и меня это не коснется. На самом деле нет. Дело в том, что эластичность этой соединительной белой ткани зависит от генетики. Если у вас генетически она не эластична, у вас не хватает коллагена, эластана и так далее, то мышцы до конца не возвращаются. Чем чреват диастаз? Его последствия. Во-первых, выпячивает живот. Не совсем эстетично, не совсем красиво. Во-вторых, может болеть поясница, спина. В-третьих, могут быть запоры. Но самое плохое – это смещение внутренних органов и их выпадение. Опускание, выпадение. Значит, диастаз делят на 3 стадии. Первая, вторая, третья. Если первая, второй мы можем еще как-то бороться и помочь себе способом упражнений, то третья – это только хирургическое вмешательство. Что нельзя делать при диастазе? Во-первых, когда вы поднимаетесь с дивана, с постели утром, вы должны делать это через бок. Вы поворачиваетесь на бок и потом поднимаетесь. Нельзя лежать просто прямо и за счет живота, напряжения мышц живота, прямо подняться. Сначала поворачиваетесь на бок, потом поднимаетесь. Дальше, если вы можете заниматься спортом, фитнесом, но вы, допустим, если вы пошли на стретчинг, вам нельзя делать упражнения, которые перерастягивают мышцы живота. Также вам не нужны упражнения, которые обычно мы выполняем для прокачки пресса, да, там скручивания, прямые подъемы вам нежелательно. Вы должны делать упражнения, которые задействуют внутренние глубокие мышцы живота, те, которые помогают нам втянуть его обратно. Также некоторые специалисты, в принципе, это такой вопрос двойной, некоторые согласны, некоторые нет, некоторые рекомендуют, некоторые нет. Вакуум живота. Вакуум живота не поможет вам сократить белую соединительную ткань, но вакуум живота поможет вам вернуть органы, поднять их в свое исходное положение. Поэтому, в принципе, можно делать вакуум живота. Также вам не рекомендуются прыжки, приседания, выпады с большим весом. Для первого упражнения мы опускаемся на спину. Ставим ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса, ладони на полу. Делаем прогиб в пояснице, вдох. И на выдох, как будто бы слегка подкручивая копчик, опускаем поясницу, прижимаем ее к коврику. Специально не напрягайте мышцы живота. Просто делаем вдох, слегка прогибаясь, и на выдох, как будто бы немножечко подкручивая копчик под себя, прижимаем поясницу и удерживаем ее в этом положении. На выдох, не отрывая поясницу, выравниваем одну ногу по полу и возвращаем обратно. На выдох выравниваем вторую ногу, поясница все время прижата, и возвращаем обратно. Поясница прижата, выравниваем ногу, выдох и возвращаем вдох. Поясница все время прижата, выдох и возвращаем вдох. И еще по разу. Хорошо. Теперь слегка приподнимаем таз, подкладываем под него ладошки. Стараемся снова-таки поясницу как будто бы округлять вниз. Начинаем поднимать одну ногу. Возвращаем обратно. Затем медленно поднимаем вторую ногу.
возвращаем обратно. Помним, поясницы мы не прогибаемся, наоборот, округляем слегка вниз. Самое главное, вы должны контролировать давление таза на кисти рук. Вот вы сейчас лежите, расслабились, вы чувствуете, что обе руки получают одинаковую нагрузку. Когда вы начинаете поднимать одну ногу, у вас не должно быть ощущения, что на одну руку вы давите сильнее, на другую слабее. Именно округляя поясницу вниз, таз распределен у нас нагрузкой на обе кисти, мы поднимаем одну ногу медленно и медленно возвращаем обратно. Не меняя нагрузки на кисти рук, таз давит одинаково на обе руки. Еще на выдох поднимаем вверх, на вдох возвращаем обратно. Поясницу округляем вниз, еще выдох и опускаем, вдох. Еще также выдох, опускаем, вдох, контролируем, выдох, вдох. Хорошо. Теперь на выдох поднимаем ногу. Следим, чтобы таз давил одинаково на обе кисти. Выравниваем вперед. Затем возвращаем обратно и поставили на пол. Снова вверх. Выравниваем. Возвращаем. Опускаем на пол. Еще вверх. Выравниваем. Согнули. Поставили. Снова подъем. Выравниваем. Согнули. Поставили. Продолжаем также. Контролируем поясницу. Округляем ее вниз. Хорошо. Также округляя поясницу вниз, можете поднимать две ноги и медленно касаться пола. Это уже как продвинутый вариант. Выдох и опускаем, вдох. Еще выдох и опускаем, вдох. Хорошо. Также отпускаем руки, выводим их перед собой, приподнимаем плечи, лопатки, тянемся руками вперед и удерживаем положение. Дышим, держим. Дыхание не задерживаем. Стараемся ребрами приблизиться к тазу, укорачивая мышцы живота и удерживаем положение. Дышим. Хорошо. Опускаемся на пол. Также вы можете повторить. То же самое сделать второй подход. Если вы хотите усложнить, можно добавить пружинки руками. Приподнимаемся. Упражнение сотня из пилатеса. Напряженными руками, удерживая себя вверху, бьем как будто бы по воде и хотим сделать большие брызги. Выдох, 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 вдох, 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 выдох, 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 вдох, 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 выдох, 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 вдох, вдох, вдох. И продолжаем. Это как усложненный вариант. Хорошо, опускаемся вниз. Также, для тех, кто хочет еще больше усложнить, на выдох мы поднимаемся. Тянемся руками вперед, фиксируем положение и в этом положении, удерживая поясницу, начинаем поднимать одну ногу, затем вторую. Поясница прижата, плечи, лопатки вверху, на выдох подъем, на вдох опускаем, на выдох подъем, на вдох опускаем, выдох, вдох, еще выдох, вдох. Продолжаем также. Хорошо. Опускаемся. Также мы можем добавить
упражнение для косых мышц живота. Одна нога остается согнутой, вторую сгибаем. Одна рука у нас за головою. На выдох, отталкивая колено, приподнимаем себя и как будто бы пытаемся коснуться локтем колена, дотянуться. На выдох вверх, на вдох опустились. На выдох вверх, на вдох опустились. На выдох вверх, на вдох опустились. И еще выдох. Вдох, продолжаем. Хорошо, и делаем то же самое с другой. Колено отталкиваем в сторону, рука за головою. На выдох пытаемся дотянуться до колена, на вдох возвращаемся в исходное положение. Выдох. Хорошо, опускаем руку, опускаем ногу. Так, следующее упражнение. Ноги стоят у нас на ширине тазобедренных суставов. На выдох выталкиваем таз вверх. Мышцы живота, нижнюю часть напрягаем. Напрягаем мышцы тазового дна и как будто бы втягиваем в себя. На выдох, на вдох расслабились. На выдох выталкиваем вверх. И на вдох расслабляемся. Напрягаем мышцы живота, мышцы тазового дна, как будто бы втягиваем себя, даже приподнимаем, да, кверху и опускаемся. Снова на выдох выталкиваем вверх. На вдох опустились, живот, ягодицы, все в себя. Еще выдох. Опустили, вдох. И еще выдох. И опустили, вдох. Усложненный вариант. Ноги ближе друг к другу. Выравниваем правую. На выдох выталкиваем таз вверх. На вдох опустились. На выдох выталкиваем таз ногой, тянемся до потолка. На вдох опустились. Еще вверх, выдох. Опустились, вдох. И еще выдох. Опустились, вдох, ногу согнули, поставили на пол. И все то же самое делаем с противоположной. Выравниваем ногу. На выдох выталкиваем не только таз, но еще и ногой тянемся до потолка. На вдох опустились. На выдох как можно выше вверх. На вдох опустились. Еще вверх, выдох. Опустились, вдох. И последний раз. Выдох. Опустились, вдох. Ногу согнули. Ставим стопы на ширине тазобедренных суставов. На выдох выталкиваем таз вверх, живот в себя. Зажимаем мышцы промежности, как будто бы втягиваем себя, удерживаем положение. Держим таз четко по центру вверху. И добавляем косые мышцы в работу. На выдох поднимаем медленно правую ногу вверх, удерживая таз четко по центру, не смещая со стороны в сторону, медленно опускаем на пол. На выдох медленно поднимаем левую ногу, таз удерживаем четко по центру и медленно опускаем на вдох. На выдох медленно поднимаем правую ногу, таз удерживаем четко по центру вверху, со стороны в сторону не смещаем и также медленно опускаем на пол. И снова левая. На выдох подъем вверх и на вдох медленно опускаем на пол. И еще по разу. Вверх, выдох. Опустили. Вдох. Именно медленно. Выдох. И опустили.
вдох. Делаем глубокий вдох. И на выдох опускаемся на пол и расслабляемся. Затем разворачиваемся на один бок, выравниваем ноги, выравниваем руку, живот втягиваем в себя, поставили руку в упор перед собой. На выдох, удерживая себя четко на боку, поднимаем ноги вверх, на вдох возвращаем обратно. На выдох подъем вверх, на вдох опустили, еще выдох, вдох, также выдох, вдох, продолжаем. Задержали 4, удерживаем 3, держим 2, 1. Ноги согнули, рука в упоре перед собой, нижнюю можно согнуть за голову. Слегка втягивая живот, на выдох выталкиваем себя вверх, на вдох опустились, на выдох вверх, на вдох опустились, на выдох вверх, на вдох опустились, еще выдох. И опустились, вдох. Хорошо. Ставим локоть в упор. Вторая рука сверху. На выдох поднимаем таз вверх. На вдох опустились. На выдох таз вверх. На вдох опустились. Продолжаем. Хорошо. И удерживаем себя вверху. Раз. Держим. 2, 3, 4. Еще держим. 4, 3, 2, 1. Опускаемся и разворачиваемся на второй бок. И то же самое делаем на втором боку. На выдох поднимаем 2 ноги вверх. На вдох опустили. И удерживаем. 4, 3, 2, 1. Ноги согнули, руку согнули, в упор поставили вторую и на выдох, слегка втягивая живот, приподнимаемся и опустились. Как будто бы отжимаемся на одной руке, живот подтянут, на выдох вверх, на вдох опустились, на выдох вверх, на вдох опустились. Продолжаем. Хорошо. Поставили локоть в упор, вторую руку на бедро сверху. На выдох выталкиваем таз, на вдох опустились. На выдох вверх, на вдох опустились. Продолжаем. Хорошо, и за последним разом задержались. Раз, держим. 2, 3, 4, еще 4, 3, 2 и опустились. Для следующих упражнений мы разворачиваемся лицом к коврику, становимся на четвереньки, руки перед собой, ноги на ширине тазобедренных суставов. На выдох, округленной спиной потянулись вверх, подтягиваем нижнюю часть живота,
Напрягаем мышцы тазового дна и как будто бы все подтягиваем к себе вовнутрь. Затем на вдох расслабляемся. Ни в коем случае не делаем прогиба, просто делаем вдох. На выдох снова округленной спиной втягиваем мышцы живота, напрягаем мышцы тазового дна. Все подтягиваем как будто бы снизу к себе вверх. Затем на вдох расслабились. И снова на выдох. Напрягаем нижнюю часть живота, подтягиваем ее вверх, напрягаем мышцы тазового дна, тоже тянем их вовнутрь в себя. И на вдох расслабляемся и снова на выдох. Округляем спину, подтягиваем нижнюю часть живота, тянем ее вверх, напрягаем мышцы тазового дна, подтягиваем вверх, как будто вовнутрь в себя. И расслабляемся на вдох. Хорошо, остаемся в этом же положении. Выталкиваем левую ногу и правую руку, как будто бы тянемся в разные стороны. Затем на выдох соединяем локоть и колено, напрягая мышцы живота, напрягая руку и ногу. Делаем глубокий-глубокий вдох, вытягиваемся в разные стороны и с усилием. Представьте, что руку и ногу кто-то держит, а мы хотим соединить локоть, колено. Выдох. И вытягиваемся в разные стороны. Вдох. Снова соединяем локоть, колено. Выдох. И вытягиваемся в разные стороны. Вдох. Снова с усилием соединяем. Выдох. Вытягиваемся в разные стороны. Вдох. И последний раз. Выдох. И вытягиваемся в разные стороны. Вдох. Опускаем руку, опускаем ногу. И то же самое делаем с противоположными. Вытягиваемся в разные стороны, делаем глубокий-глубокий вдох. И с усилием кто-то руку, ногу держит, а мы хотим соединить локоть, колено. Выдох. И потянулись в разные стороны. Вдох. Снова с усилием соединяем. Выдох. И вытягиваем себя в разные стороны. Вдох. Снова с усилием соединяем. Выдох. Вытягиваемся в разные стороны. Вдох. И снова соединяем. Выдох. И вытягиваемся в разные стороны. Вдох. Опускаем руку. Ноги. Ставим пальцы ног в упор. На выдох приподнимаем колени и удерживаем положение. Раз. Держим. Два. Держим. 3, 4. Головой тянемся вперед, копчиком назад. Удерживаем. 4, 3, 2. Опустились. Сели на пятки. Расслабились. 4, 3, 2, 1. Снова приподнимаемся. Ставим руки в упор. Пальцы ног в упор. На выдох. Приподнимаем колени и удерживаем положение. Раз. Головой тянемся вперед. 2. Копчиком назад. 3. Все время дышим. 4. Удерживаем. 4, 3, 2, 1. Опустились. Снова сели на пятки. Расслабились. Сидим. 4, 3, 2, 1. И последний раз приподнимаемся, ставим пальцы ног в упор, колени приподнимаем и удерживаем положение. Раз. Дышим. 2. Держим. 3, 4. Удерживаем. 5, 6, 7, 8. Еще 8, 7, 6, 5. Еще 4, 3, 2, 1. Опускаемся. И для тех, кто хочет сделать более усложненный вариант, ставим пальцы ног в упор. На выдох приподнимаем колени, удерживаем положение. 4, 3. Помним, головой тянемся вперед, копчиком назад. 2, 1. Удерживая равновесие на левой ноге, выталкиваем назад правую. Головой тянемся вперед, ногой назад и возвращаем в исходное положение. На выдох выталкиваем левую ногу назад, головой тянемся вперед и в исходное положение. Снова выдох, вытягиваемся.
Возвращаем вдох и снова выдох. Вытягиваемся. Возвращаем вдох. И еще стоим. 4, 3, 2, 1. Опускаемся. Садимся на пятки, руки вдоль корпуса, голова на бок, закрыли глаза и расслабились. 4, 3, 2, 1. Разворачиваем голову прямо, медленно округленной спиной. Поднимаемся вверх. На сегодня занятие окончено. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!